Привет всем, мои дорогие! Сегодня будем делать сервелат. Сервелат будем делать из окорока задней части, грудинки, окорок свиной у нас. И я сделаю сегодня опять в одном ролике два варианта. Один вариант у меня будет чисто свиной, это нежирная свинина, обрез, который я уже обработал, отжеловал. И второй вариант, это у нас будет свинина с говядиной, то есть два вида сервелата в одном ролике. Но технология одна. Самый главный принцип в этой технологии — это все пропускать через холодильник, то есть температура самого мяса не должна превышать, стараться где-то плюс 4 градусов. Все это весело с учетом мясорубок, холодильников, но самое веселое — это замешать фарш со специями таким образом, чтобы температура не поднялась. Значит, если вы чувствуете, что температура поднимается, лучше сразу же убрать в морозилку, в холодильник, чтобы опустить температуру. Это для чего? Для того, чтобы не было отеков. Это самое страшное. Ну, не страшное, но это уже как бы считается брак в колбасе. Поскольку фосфатов я добавлять не буду, вот тут есть нюанс. Поэтому сейчас мы пропускаем, значит, говядину я буду пропускать на мелкую решетку 3 миллиметра. Нежирную свинину я пропущу через решетку Мерседес, а грудинку я пропущу также через мелкую решетку. Ну что, поехали! Сейчас вся самая веселуха — это все мясо постоянно пропускать через холодильник. То есть, чтобы само мясо не поднималось выше температуры плюс 4, максимум плюс 6, чтобы не было у нас отека. Да, что еще хотел сказать. Значит, немаловажную роль играет, когда вы подбираете смесь из мяса, да, то есть процентовку. То есть смысл такой, что жирного сырья у вас не должно быть больше 30%. Ну, это тот вариант, когда делаете сервелаты, чтобы у вас минимизировать случаи с отеком. То есть вот это надо учитывать. То есть если вы берете больше 30% жирного сырья, высока, и делаете без фосфатов, высока вероятность получить, когда готовите уже либо при термообработке, либо в духовке, либо в коптильне, высока вероятность получения отека. Вот это надо не забывать и учитывать. Ну а также это температура. Итак, сырье пропустил через мясорубку. И сейчас начинается самое интересное. Это когда надо все хорошенько промешать, пока без специй я вмешаю. То есть, чтобы промешать холодный фарш, я надеваю перчатку и дальше одеваю уже перчатку, которую резиновую. И буду доставать сейчас, соединять фарши. То есть я соединяю сейчас
свинину сначала соединю. У меня получается по весу таким образом. Значит, 40% я взял не жирной свинины, это окорок, чисто цельномышечное мясо, пропустил через решетку Мерседес. Всю остальную грудинку нежирную, полужирную, я пропустил через решетку 3 миллиметра. Сейчас я все вмешаю одно в другое и подготовлю специи. Специи я буду подготавливать двух вариантов. Одна у меня колбаса будет, сырье вот хорошо промораживается. Одна колбасятина у меня будет с говядиной сервелат. Второй сервелат у меня будет чисто свинина. Смысл такой, что вообще колбаса это дело творческое. Просто разные рецептуры, это разные специи и разная процентовка мяса, жирного, нежирного, курица, свинина, говядина, вот вся разница. То есть вообще вопрос колбасы это ваша фантазия. То есть кому что нравится, какие вкусовые принципы, сами принципы, основы, они везде одинаковые. То есть особо задумываться там только стоит над тем, что вам нравится. Вот какая вам нравится структура, какая вам нравится, какие нравятся специи, там, как она будет на срезе. То есть тут только полет вашей фантазии. А почему? Тут важно быстро, хорошенько все промешать, чтобы сырье оставалось холодным. Ну, рисуночек такой хороший получится. И не перегреть его. Это очень важно. Все, пока достаточно. Вмешал два вида свинины в фарш. Все, и сейчас это опять отправляю в холодильник, чтобы поддерживать температуру в мясе не выше плюс 6 градусов. Вот у нас по температуре 2,5 градуса, ну четенько. Отлично. Сейчас обратно ставлю в холодильник и буду подготавливать два вида специй. Итак, я приготовил специи. Значит, сейчас быстренько расскажу, но я уже понял, что лучше всего под роликом в описании я буду давать тогда на 1 килограмм какие специи нужны. Ну, сейчас я быстренько пробегусь, вам скажу. То есть, два вида специй приготовил. В принципе, все одинаково, кроме в одном варианте мускатный орех, в другом варианте кардамон. Значит, по соли это 10 грамм нитритной, 10 поваренной на килограмм. Сахара я использовал сахарную пудру 2 грамма на килограмм. Перец душистый полграмма на килограмм. Перец белый молотый 1,5 грамма на килограмм. Чеснок 1,5 грамма на килограмм. И аскорбиновую кислоту полграмма на килограмм.
Все это я смешал. И, соответственно, по полграмма мускатного ореха в одном варианте или полграмма кардамона в другом варианте. То есть вот у меня получилось два варианта. То, что у нас будет с мускатным орехом, это пойдет в фарш с говядиной. То, что без мускатного ореха, это будет фарш, где одна свинина. Жирная и не жирная. Все, сейчас специи пока отставляем. И еще раз я хорошенько промешаю наш фарш. Еще раз говорю, что все у нас идет через холодильник. Температура должна быть мяса не выше 6-8 градусов. Чем она ниже, тем лучше. Поэтому я работаю, все это, когда перемешиваю, я одеваю резиновую перчатку на обычную хлопковую. Иначе руки коченеют просто моментально. Невозможно. Так, еще раз сверимся, что у нас с температурой. Температура 2 градуса. Отлично. Сейчас я поделю это всю массу на две порции. Одна порция у нас будет 5 килограмм, другая будет 4 килограмма. И в нее я дальше вмешаю 250 грамм говядины на килограмм. Так, я фарш свиной разделил на порции. Значит, сейчас у меня температура здесь 5 градусов. И добавляю говядину, фарш говяжий сюда. И вымешиваю. Все делаем с учетом того, что отслеживаем температуру. Постоянно контролируем температуру. Фарш свиной. И начинаем в него вмешивать. Температура его фарша 2,5 градуса. И потихонечку начинаем вмешивать. Достали второй фарш и сейчас в него вмешиваем специи. Достаем фарш из холодильника. Сначала берем фарш с говядиной. И главное сейчас набить без воздуха. Хорошенечко набивать шприц, чтобы воздух между слоями не попадал.
Так, шприц набил. Сейчас взял пленку, нарезал. Фиброзная пленка, диаметр 50. Замачивать я ее предварительно не буду, это не обязательно. Просто когда вы замачиваете на 5 минут, она более эластичной становится и при набивке может по максимуму набиваться. Но мне больше нравится делать, когда она не намоченная. Не знаю почему, но уже как-то свыкся с этим. Все, и самое пошло интересное, это набить наши батончики. Батоны мы накрутили. Все убрали теперь на усадку на сутки в холодильник. Температуру выставил я, диапазон от 4 до 6 у меня будет бегать температура. В холодильнике постоянно поддерживаться. И через сутки мы тогда ее будем перевешивать в коптильную камеру и производить сушку, копчение и варку. Так, значит, у нас сейчас два в одном. Первое – это сервелат, который у нас пробыл в холодильнике на усадке сутки. И панчетто, он же рулет, который мы сейчас провязали, он просох. И все мы будем делать одновременно. Принцип и смысл такой, что руководствоваться будем температурными режимами по сервелату. А для панчетто, рулета, нам главное просто его прокоптить. Поскольку процессы будут одновременные, у нас сейчас что важно? Важно сделать для сервелата это отепливание. Это будет у нас 30 градусов в камере, 16 внутри батонов. Дальше у нас будет сушка. Это 60 в камере, 40 градусов внутри. 40, ну может быть 45, чтобы именно цвет хороший проявился на сервелате. Дальше у нас будет копчение. Я думаю, при вот сервелате, при вот этой ситуации, чтобы избежать отека, поскольку без фосфатов, я на температуре 80 будет в камере и до достижения 60 внутри батона. А уже как только прокоптим, рулеты достаем, панчетту, и будем доваривать в сувиде. А сервелат дальше пойдет варка. Добавляем в поддон воды, кипятка, и также при температуре 80 градусов до достижения 71 внутри. Это будет чуть подольше, но мы избежим отека в колбасятине. Все, приступаем. Ну что, мои хорошие, вот наша колбасятина уже и готова. Значит, что было после варки? После варки я вывесил это на 4 часа и потом убрал в холодильник на плюс 4 градуса на 10 часов. Полежать бы ей бы хорошо еще. Но давайте попробуем, посмотрим, что получилось. Значит, по внешнему виду это вот чистая свинина, это с добавлением говядины сервелат. Внешне, я скажу, выглядит просто обалденно. Никаких отеков, никаких жировых капель, ничего нет. То есть батоны сварились идеально. Значит, ну что, режем. Давайте сначала нарежем то, что у нас цельносвиная была. Режется просто изумительно по плотности, с учетом того, что никаких фосфатов, никакой химозы, ничего не было, просто идеально. Запах очень даже классный. Если мы берем вот просто идеально.
внешне она получилась. Значит, по вкусу. Сейчас попробуем. Ах, запах просто бомба. По соли супер. Но вот если посмотрите внешне, как она внутри выглядит, ну понятно, есть пузырьки воздуха, от этого не избежать. Ну а так внешне очень достойно. По специям тоже все хорошо. Теперь пробуем говяжью. Где у нас фарш был с говядиной. Пробуем. Ну это я вообще измельчил. Но хочется попробовать, чтобы тоненько-тоненько нарезан. Вот. Нарезан как можно тоньше. Но по своему составу и качеству они просто идеальны. Давайте посмотрим на срезе. Получается, что говядина и свинина, вот то, что с добавлением говядины и свинина, по срезу практически неотличима. Разница только у нас в специях и в составе мяса. Вот как факт. По своей структуре, ну, я считаю, что идеально. Просто идеально. По вкусу, ну, говядина, естественно, где есть говядина, она вкуснее будет. Да. Как факт. Ну, что могу сказать? Как и всегда, получилось идеально. Ну, в этот раз я чуть-чуть ее сделал. Разойдется быстро. Вещь вкусная, не залежится. Что хочу, ребят, сказать. Повторяйте, делайте. Немножко сложно это вымешивать фарш. Ну, это стоит того результата, который получается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А я буду снимать дальше ролики про те рецепты, которые буду делать.